И клещ после того, как высосал отсюда все соки, оставляет вот такую черную или серую некрозную ткань. И вы знаете, я этот лист, он поврежденный, видимо, на нем тоже был клещ, но вот эти серебристые пятнышки как раз и говорят о том, что клещ высасывал все соки из этого листика. Я его тоже разорву и сниму с орхидеи. Если растет корешок из листика, то лучше подрежьте для того, чтобы не повредить корень. Добрый день, друзья! Сегодня пересадим одну маленькую орхидею. Это орхидея лунная серенада. О ней я вам много раз рассказывала. Я ее купила 4 года назад, и она погибла. Она цвела и потом моментально сбросила все листья. И когда я вам ее очередной раз показывала, пустой горшок, одни корни, я увидела маленькую детку. Постараюсь оставить в правом верхнем углу ссылку на это видео. О лунной серенаде у нас даже есть целый плейлист. Появилась маленькая детка. Вот сейчас небольшое отступление. Это не конкретно пересадка, а просто рассказ об этой орхидее и заодно и пересадка. Маленькая детка, она росла, наверное, месяца 3-4, очень активно. И потом тоже мгновенно пропала. То есть опять рассыпалась. И мне так было жалко, ведь орхидея Биглип очень красивая. Белая с розовой губой, причем большой губой. Мне было жалко, я все время ходила и смотрела. У нас в продаже их было очень много. И мне так хотелось такую орхидею. А я же их покупала сразу много, биглипов. По-моему, 5 штук. Вот один из них сейчас, вот этот. Но они все живы. Вот только лунная серенада капризничала. Вот один из них цветет. Сейчас посмотрю, может быть здесь еще хотя бы один есть. Нет, значит, на других полках. Ну, так и не купила. Поставила практически в темный угол, забыла о ней месяца на 2, даже не поливала. И вдруг, когда уже думаю, ну, ничего не происходит с орхидеей, нужно, наверное, этот горшок выбросить. Но самое важное, что я не сделала сразу и не сделала после того, как пропала детка, я не разбирала этот горшок. Вот она как была в покупном горшке, как были эти корни в покупном горшке, так и остались. И через 2 месяца я опять увидела детку на этой орхидее. И я с ней уже очень-очень аккуратно, там полив по краю горшка, чтобы, не дай бог, не попасть на эту детку в точку роста водичкой. Ну, мало ли, по каким причинам погибла сама детка. Ну и вот вторая-то детка выжила. Но что я вам хочу показать сейчас, вот уже на более взрослой этой детке, почти уже взрослая орхидея. От какого заболевания погибло материнское растение, определить нам не удастся. У нас нет с вами ни тестов, ни лабораторий, которые это определят. Ну, мы так думаем, что или это гниль, или это фузариоз, или, ну, непонятно, короче говоря. И вот растет эта детка. Сначала листики как листики, потом пошли кривые листики. Вот они даже здесь еще есть. Вот один кривой лист, второй вот загибается куда-то лист. Но листья очень плотные. И даже когда она начала растить листья побольше, вы посмотрите, сколько на них разных неровностей, бугристость листа. Что это? Подарки от родителей? Генетический сбой.
Да, вот что-то с орхидеей не так. Мне кажется, что может быть это генетический сбой, может быть что-то когда-то исправится. Ведь орхидеи, они очень сильные, они сами себя умеют лечить. Но какое это заболевание? Опять же сложно определить. Ну или может быть даже невозможно. То корни у нее начинают темнеть, то опять растут здоровые. Вот смотрите с этой стороны, хорошие здоровые корни. А так как она все-таки детка, она всегда ослабленная, она всегда очень ранимая. На нее напал клещ. Вот здесь последствия. Вот черный ствол, это там съедал этот ствол клещ. Ее пришлось обрабатывать и от клеща. В общем, что с ней только за это время не происходило. Но, наконец-таки, листья подросли. Посмотрите, какие плотные, жесткие. Конечно, я потом отделяла ее от материнского растения, когда корни пропали. Сажала ее вот в этот маленький горшок. Долго-долго растут детки без стимуляторов, без гормонов. Да, действительно, им очень сложно расти. Растут только на азоте, фосфоре и калии. Когда такие маленькие орхидейки выращивают садовники, они в них гормонов столько вкладывают, что они вот такие листья выращивают. Я, к сожалению, или к счастью, я считаю, что к счастью, я не пользуюсь гормональными средствами. Поэтому мои орхидеи растут вот такие с малюсеньких очень-очень долго. Я их просто подкармливаю, ну, как в природе. Вряд ли в природе, в естественной среде они получают какие-то гормональные средства. Только все, что может дать природа. Вот я стараюсь так же делать. Но доросла эта орхидея, и теперь мне хочется просто пересадить чуть в больший горшок. Ведь сама-то по себе орхидея с крупными цветами, с крупными листьями. И после пересадки я все-таки ее еще раз полечу фунгицидами. Я вам давно обещала рассказать про лечебную аптечку. И вот после этого видео я вам покажу всю свою аптечку. Не для борьбы с вредителями, а для борьбы с болезнями. Пересадка очень простая. Сколько у нее там корней, я не знаю, но не думаю, что много. Потому что вот она сейчас начала активно растить и корни, и листья. И хочу убрать вот этот лист, самый нижний. Потому что здесь растет корень. Но сделать горшок чуть больше. Давно она растет в этом горшочке. И обратите внимание, вот ее грунт. Хоть она у меня растет года 2 уже, наверное, в этом грунте. Он еще не разложившийся. Можно опять в этом же, в новом горшке использовать этот грунт. Вот видите, плотно еще. Ломается, конечно, но не труха. Хороший грунт. Я его использую еще раз. У меня часто спрашивают, а можно ли грунт, который мы купили, использовать старый грунт, чуть-чуть досыпать старого грунта, чтобы орхидея легче перенесла стресс. Но если старый грунт разложившийся, нет смысла его второй раз использовать. Если грунт вот в таком хорошем состоянии, вы можете его весь использовать. Он чистый, даже подур нет. Что удивительно, подуры чаще всего бывают всегда, но их нет. А вот то, что касается корней, вот с такими корнями я ее сажала, видите? То есть она нарастила хорошие корешки. Но за 2 года старые корни все равно заканчивают свою жизнь. Поэтому она начала растить новые корни. И более плотные, более мясистые. Вот есть и в горшке раскукленные корни. Но вот старые желтые корни я ей отрежу. Вот эти желтые корни в новой посадке, они моментально
почернеют, потемнеют и пропадут. Поэтому в новой посадке их использовать, ну, вообще смысла нет. А еще смотрите, как интересно. Она все время корни растет сверху. Даже при том, что в горшке кора, она не сильно хочет опускать корни в кору. Значит, у нее на это есть свои причины. Вот лист, который я хотела убрать. Я его разрываю посередине, растаскиваю в разные стороны. Вот сейчас вы увидите, что творит клещ. Какие он после себя оставляет последствия. Можно, конечно, посмотреть в микроскоп, нет ли там его, но я точно знаю, что его там нет. И клещ, после того, как высосал отсюда все соки, оставляет вот такую черную или серую некрозную ткань. И вы знаете, я этот лист, он поврежденный, видимо, на нем тоже был клещ, но вот эти серебристые пятнышки как раз и говорят о том, что клещ высасывал все соки из этого листика. Я его тоже разорву и сниму с орхидеи. Если растет корешок из листика, то лучше подрежьте для того, чтобы не повредить корень. Ну а теперь я точно возьму микроскоп и посмотрю, что же там есть. Ну, вдруг что-то осталось. Сомневаюсь, конечно, но посмотреть стоит. Я вам часто рассказывала про свой микроскоп. Вот такой у меня есть микроскоп. Очень удобно смотреть. Мы как-то вам даже снимали видео, когда были клещи на орхидеи. Прямо с микроскопа снимали. В увеличении, в 60-кратном увеличении. По-моему, это называется ювелирный микроскоп. Он стоит копейки, продается на Озоне и Wildberries, его можно приобрести и всегда знать и видеть, если есть вредители, то какие они. Нет, ничего там нет. Вот эту черную часть можно аккуратно зачистить. Я никогда не работаю скальпелем. Я считаю, что смерть Кощея находится на конце иглы, а смерть орхидеи очень часто находится на лезвии скальпеля. Потому что когда мы счищаем скальпелем, то нужно каждый раз его обрабатывать, чтобы не занести глубже заболевания. Но не все это делают и чистят этим скальпелем. Я этого никогда не делаю. Ну, вот смотрите. Осталось 4 листа. Вот такой чудесный корень растет. Это тоже старый кривой лист. Как только он пожелтеет и сам отпадет, я его, конечно, сниму с орхидей. Вот такие корешки. Можно что сделать? Можно сейчас эти корни замочить, дать напиться орхидеи хорошо и посадить. Но на сегодняшний день я этого делать не буду. Почему? Почему не буду? Потому что она у меня прекрасно поместится в горшок и с такими корнями. Вот так. Видите, как неудобен этот лист, но снимать его не буду сейчас. Он растет вниз, прямо впивается в грунт. Ну, то есть корни помещаются. Так как при пересадке мы можем какие-то корни повредить, чуть-чуть поранить, полив после посадки делаем через 2-3 дня. Может быть, у вас влажный грунт, может быть, сухой. Ну, потерпите эти 2 дня. За это время орхидея
затянет все ранки. Она это прекрасно умеет делать. Но если вы нанесли ей какие-то повреждения, дорезали до живой ткани, например, корень обрезали, и там есть живая ткань, то обязательно обработайте или корицей, это антисептик, или толченым углем, или же перекисью водорода. Прямо капельку. Подождите, пока перекись пошипит, и можете сажать. Ну а если у орхидеи очень сухие корни, то, конечно, перед посадкой ее напоите. Но тогда следующий полив будет только после того, как просохнут корни орхидеи. С поливом после посадки может быть только вот таких два варианта. Или вы сажаете сухие корни, или мокрые. И, соответственно, полив или через 2 дня, или через какое-то более длительное время. Смотрим уже на корни. Так, я хотела вот этот грунт использовать. И я его использую, так как корни не дойдут до низа горшка. Я сейчас насыпала старый грунт. Теперь поставлю орхидею, помещу все корни в горшок. Они не сломаются, не волнуйтесь. Насыплю сначала этот старый грунт. Ну, конечно, я стараюсь орхидею поставить по центру горшка. Наверное, еще даже повыше ее поставлю. То есть еще насыплю туда вниз. А потом буду насыпать новый грунт. И закрывать все корни грунтом. Вот на такой высоте нужно поместить орхидею. Вот так. Я подсыпаю грунт. Он, конечно, просыпается ниже корней. И мне удобно следить, на какой я высоте хочу посадить орхидею. Ну, вот так. И теперь я ее засыплю уже новым грунтом. Орхидею все равно придерживаю, потому что в середине еще грунта нет. Держу орхидею и стучу по горшочку. И грунт распределяется равномерно. Это не для уплотнения, а для того, чтобы он распределился по горшку равномерно. Ну, конечно, он немножко уплотняется, но так как в грунте керамзит, воздухопроницаемость грунта остается высокой. Стараюсь насыпать грунт по краю горшка, потому что мне нужно, чтобы шея орхидеи осталась на воздухе. К ней должен быть постоянный приток воздуха. То есть шея должна быть всегда выше грунта. Если, конечно, сажаете орхидею глубоко, то все равно вот эта зеленая часть основания орхидеи должно быть вровень с грунтом. Скорее всего, эту орхидею через год придется пересаживать, потому что я ее сейчас активно буду удобрять азотом, фосфором и калием. И обязательно полечу. Наследственное это заболевание у нее, приобретенное, я не знаю. Но фунгициды использовать буду. То есть лечебные препараты, о чем вам расскажу в следующем видео и покажу свою аптечку для орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.